Всем здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна. Рядом со мной модный эксперт, модный аналитик и стилист Ольга Маликова. Всем привет! Которая поможет нам разобраться, что стоит брать, что не стоит, что модно, что не модно, и как определить ту вещь, которая может прослужить в вашем гардеробе долго, какую лучше не выбирать, даже если все модные блогеры говорят об этом. Мы с Олей только что завершили Миланскую неделю моды, смотрели показы, ловили тренды, и сейчас мы отправимся внутрь, чтобы посмотреть, успела ли Зара уже все это скопировать или пока еще нет. Оль, ну ты отлично выглядишь, как будто не было никакой недели моды. Слушай, ну давай сначала немножко введем в курс дела вообще событий. Понятно, что мы сегодня все следим за трендами, нам это интересно. Но есть аналитика, и мода – это все-таки индустрия. И это в первую очередь, помимо красивой картинки, это продажи. И есть такое много агентств, которые следят за трендами, делают аналитику, что необходимо людям, что им нравится, что не нравится. И как и большие бренды, так и Zara покупают эти отчеты аналитические. И, соответственно, они не только копируют, но и смотрят про продажи. И у Zara, например, что я замечала? Они выпускают, например, что-то очень маленькой партии, очень качественно сделано. И смотрят, как народ реагирует на это. И только лишь после этого они могут перезапустить какую-то одежду уже в более дешевых тканях и уже массово. А некоторые изделия они выпускают по 3 сезона. Пойдемте посмотрим, собственно, да. И, кстати, можем начать вот с этого платья. Мы все немного устали от оверсайза, и на последней неделе моды было много элегантности. И вот смотрите, мы пришли в Zara, и мы можем найти это платье гламурного шика. Да, очень многое зависит не самой одежды, а от стилизации, как это платье стилизовать. И здесь очень важна та история, которую вы хотите рассказать о себе. Оля, как бы ты стилизовала это платье, например? Все зависит от того, куда бы я в нем собралась идти. Если бы я шла на красную дорожку, я бы просто добавила акцентные туфли, бриллианты. Девушки любят бриллианты, и выход на красную дорожку готов. Если это тематическая вечеринка, я могла бы добавить и розу, и корону, и более яркий макияж сделать. В стилистике очень важна задача и мероприятие, куда выйти. Если бы я шла на свидание, я бы, может быть, даже это платье надела бы задом наперед, подчеркнула бы грудь, сексуальность. Кто нам мешает надеть это платье, особенно если у девушки красивые формы. Я бы, может быть, добавила корсет, и это было бы вечернее свидание, и цель была бы соблазнить парня. Я ходила на показ Элизабеты Франки, и там просто половина образов были с мини-топами. При том, что этот топ, он еще как бы большой. Там модели выходили вообще вот в такой полосочке. И здесь Zara предлагает тоже мини-топ, скромнее, но все же. И сразу предлагает стилизовать с перчатками, с юбкой. И, кстати, подобный образ в бордовом цвете я видела на Vogue World мероприятии в Париже, которое проходило, и это был один из самых нашумевших образов. Вот он в Заре. Про этот образ я сказала, что это все-таки такой базовая история, потому что молочный цвет очень хорошо разбивать этот сам комплект, но и в комплекте он будет хорошо смотреть. А вот про короткие тренды, это как я бы привела пример Boho Style. Это очень, с одной стороны, на первый взгляд легкий стиль, да, кожаные джинсы, брюшечки нацепила, все, но он мало кому идет, он очень часто полнит, поэтому это будет короткий тренд, и давай мы, может быть, здесь что-то и поищем как бы в стиле, потому что здесь прямая классическая юбка, которая возвращается в моду, потому что они меняются то силуэт, то прямая, сейчас все-таки больше юбка прямого силуэта. Перчатки у нас уже несколько сезонов, и они никуда не уйдут, хотя в быту это очень неудобно, потому что все мы пользуемся телефонами, и это вечно надо снимать. Это конкретно стрит-стайл, либо инстаграмный лук. Еще надо учитывать, что сейчас неделя моды, которая прошла, это мы увидели коллекцию, которую мы будем носить осенью, зимой. А сейчас у нас все-таки лето. И бренды начинают в магазины получать те коллекции, которые мы видели полгода назад. Но существуют длинные, короткие тренды. И, как правило, короткие тренды – это от года до 3 лет. И сегодня мы это прям будем везде считывать. Вот эту вот юбку, кстати,
Зара повторяет второй сезон. Она была в прошлом сезоне и в этом опять. Мы видим свитшоты, но они стали более укороченные. Нету вот этой длинной истории. Мне вот этот красный очень нравится. Я такую же стилизацию видела у Прада. И даже Катерина Дерма была, и Лина Дембикова. Сюда, правда, юбку асилуэта. И это мы видели у Прада. Держи. Кстати, броши – это прям сегодня большой тренд. И в той же Заре их очень много. Как раз. Так, поскольку мы поддерживаем всеми силами отечественного производителя, если вам хочется чего-то эксклюзивного, как, например, акцентная брошь на образе, то в России есть бренд Big Брошь. Можете посмотреть ассортимент там. А мы хотим просто сказать про теннисный тренд, который все еще с нами. Теннис-корт. Очень много тут в Заре, вот целый отдел этому посвящен. Вообще, это третий этаж, он больше посвящен молодежной моде, и, соответственно, и много здесь спорта. Поэтому спорт, молодежь, мы все даже 50+, молодимся. Потому что молодость, она про внутреннее состояние. А цифра в паспорте – это просто цифра. Буквально на днях видела у Лоры Пьяно интересную штуку. Они отдельно продают кожаный ремешок, и ты можешь из платка Лора Пьяно сделать сумку. Зара пошла дальше. Они прям сделали готовую вот такую удобную сумку. Цена ее будет там 30 евро. Но эффект они сохранили как раз тот же. Как будто ты взял платок и сделал из него сумку. В общем, тут Оля комментирует, что мы сейчас на 3-м этаже находимся. На нем все молодежное, спортивное. То, что модное с показов, Зара обычно показывает на 1-м этаже этого магазина. А почему мы начали с 3-го? Потому что у нас уже был случай, когда нас выгонял охранник из Зары во время съемок. Вы смотрели предыдущие, возможно, 2 выпуска, которые мы здесь делали. И мы решили в этот раз спуститься вниз, чтобы уже подснять для вас контент к 1-му. А здесь на 2-м тогда что? На 1-м с показа, а на 2-м просто для женщин, да? Просто пройдемся. Здесь обычно самая ужасная часть коллекции. Я практически здесь ничего никогда не нахожу. Смотрите, идея сама неплохая. Сделать рубашку в виде кардигана. Но ткань ужасная. Это будет очень сильно все электризоваться. Очень дешево все смотрится. Швы. Я думаю, тут самый большой косяк в ткани, которая в ткани. Выглядит дешево. И этот цвет смотрится всегда только на дорогих тканях. Как я говорю, мне взбледнулось. А сейчас мы посмотрим, что в Заре покупать не надо. Вот эти вот прям очень модные босоножки, мюли, да, у них, конечно, будет неудобно, но самое интересное, что тренд на эту обувь пришел, мне кажется, из России. Очень классные 12 сториз сделали таким мысом, да, и потом многие люксовые бренды уже повторили, во всяком случае, как я это увидела. Понятно, что это не похоже один в один. Нужно отдать должное, в Заре все-таки работают творческие люди, и они, конечно же, больше интегрируют в массы. И иногда у меня возникает желание купить какую-нибудь дорогую вещь. Я прихожу, и она на мне не сидит. А Zara конструктив всегда сделан на массы. И ты можешь быстрее себе подобрать какую-то модную трендовую вещь, чем, например, в той же Balenciaga. Напишите в комментариях, на вас сидит Zara или нет. Ну и вот такой жакет. Это очень не модно. Во-первых, это круглый вырос. Он будет вырез. Он всегда будет передавать возраст. Плюс довольно-таки узкий рукав, куценький. Кучу всяких швов ненужных. Понятно, что Zara это делает для экономии ткани. Очень странная аксессуарная часть. И еще шортики. Хотя многие итальянские женщины любят такой стиль. Покупая Зару, всегда нужно обращать внимание на вот такие вот детали. Смотрите, как поползла ткань, прочитать состав. Это 100% полиэстер. Мой опыт уже на ощупь определяет. И это, в принципе, и видно глазами. И глазами. И выточки. Видите, как все поплыло? Это ужасно. Смотри, есть много людей, которые
ужасно ругают Зару за качество, что, мол, вещи невозможно надеть иногда даже один раз, чтобы не было стыдно, качество кошмарное и так далее. Есть категория людей, которые, наоборот, умеют выцепить изюминки, и у меня, например, тоже есть очень хорошая кожаная куртка из мужского отдела Зары. Все стилисты хвалят, мне стилист подбирал, начнем с этого. Все хвалят, когда ее видят в моем гардеробе, потому что может совсем стилизовать. Качество супер, она не была сильно дешевой, но все же это Зара. Вот с чем связано, что Зара иногда производит что-то откровенно плохое, а некоторые из ассортимента прям очень хорошее качество? Ну, это логично, потому что Zara – это большой миллиардный бизнес. Они шьют одежду для очень большого количества людей. И они, конечно же, все очень сильно усредняют и делают так, чтобы это продавалось. Скажем, давай возьмем вот эти джинсы. Это мы с тобой, погружаясь в модную индустрию, понимаем, что это плохая ткань, что вот она мнется, хотя это синтетика, да, она плохо сидит. Многие люди этого просто не понимают. Они надевают, они себе в этом нравятся, и это кайфово. Но при этом Zara сегодня понимает, что у нее такая же есть конкуренция среди своих же, да, масс-маркетов, Mango и H&M. Они, во-первых, я всегда советую смотреть на коллаборации. Zara делает коллаборации с кем-то. Недавно вы видели коллаборацию с Кейт Мосс, да, и понятно, что все поклонники Кейт Мосс прибегут в Zara и будут себе что-то подыскивать. Я даже смотрела, леопардовый очень модный жакет из пони был сделан, классно, но он стоил 700 евро. И 700 евро себе не каждый может позволить. Но он был круто сделан, он был круто стилизован, отработаны все детали. Если ты хочешь, чтобы найти хорошие вещи в Заре, в первую очередь надо смотреть коллаборации, которые представлены на первом этаже, как правило. А слышала ли ты про то, что Zara для распродаж отшивает специально более низкого качества, например, по тем же лекалам? То есть берут что-то зашедшее и на более дешевое производство отправляют, заказ размещают с другой тканью, похуже качеством. Я как факт это не знаю, но я единственное, с чем сталкивалась, я говорила, что я видела одну и ту же модель, которая была отшита несколько сезонов, и каждый раз эта модель была все ниже и ниже качеством. Плюс мы не забываем, что Zara же продается по всему миру, и когда идет сезон распродаж, я думаю, по логике было бы важнее, что-то в каком-то регионе продалось больше, что-то в каком-то регионе продалось меньше. Соответственно, они могут сделать ротацию. Потому что если они смотрят и видят отчеты, что эти брюки или там юбка продалась, но запросы есть, потому что ты же все время я, например, пользуюсь онлайн-платформой. Я всегда захожу, смотрю, отмечаю себе в папочку, что мне понравилось в сохраненном. Потом я смотрю, если это в магазине, могу даже заказать, померить, вернуть. Zara все это считывает, и поэтому они потом могут действительно повторять, но в меньшем качестве. К примеру, вот сейчас очень модные джинсы такого бананового силуэта, но они сложные по продажам. Почему? Потому что важен рост. Но даже многие и девочки хотят их. Я буквально там пару месяцев назад я их видела, сейчас я их не вижу в торговом зале. И я не знаю, продались они, либо просто увидели, что нет спроса и могли перекинуть скажем, на Данию, потому что там люди больше высокого роста, и там они, может быть, хорошо продаются. Почему роняют качество? Я думаю, что можно прокомментировать на всякий случай, если сразу непонятно, потому что видят, что модель зашла, лонч прошел условно успешно, люди покупают, и они делают повторы и подвозят снова на полки, но платят за производство меньше, за ткань меньше, и таким образом больше зарабатывает бизнес. Пресловутая наша многослойность. Zara, конечно, пытается 2 в 1 тебе продать 2 юбки сразу. И вот это прям тренд. Но юбка должна быть более прозрачной. Ну что сделала Zara? Она сделала более универсальной, потому что не каждая девушка или женщина наденет прозрачную историю. А здесь как бы модно и
Но мне, честно говоря, верхняя часть не заходит вообще из вот этого материала. Что это? Ну, Это плотный трикотаж. это плотный трикотаж, и, Колом конечно же, он стоящий. колом стоящий. Очень видна, особенно на дневном свете, будет видна разнооттеночность вот это вот. Да, эффект двух юбок будет сохранен, но смотрится это прям ужасно. Но здесь, в этом платье, да, нужно прокомментировать. Здесь, в этом платье, вот эта резинка, я как производственник могу сказать, самая дешевая из всех резинок, которые существуют в мире. Она, возможно, растянется очень быстро, она уже потеряла форму по непонятной причине, а по идее она должна как раз-таки эту форму держать. Идея прикольная, я думаю, у чья-то, но реализация... Приехали, наконец, на первый этаж. Хвалить теперь будем. И хочу обратить внимание на эту юбку. Последняя коллекция Prada, которую мы смотрели, я обратила внимание, что все юбки с очень объемной талией. Я еще подумала, оно будет не подчеркивать талию. Но при этом это круто стилизовали они за счет пижамного жакета, который заправляется. Вот мы уже видим тренд, который все будут повторять. Слушай, а как ты думаешь, как они так быстро этот тренд реализовали? Потому что я знаю, что Zara, это их бизнес-модель, это 6 недель от принятия решения по дизайну до появления на полках, что очень быстро. А тут как бы еще недель не прошло. Слушай, они считывают тренды, точно так же делают личики, как и большие бренды. И это иногда просто мысль витает в воздухе. Как ты считаешь, вот промышленный шпионаж имеет место? Что кто-то просто подсмотрел, что готовится, и быстренько сделал то же самое? Не будем это называть сегодня промышленным шпионажем. Раньше можно было это назвать, потому что, например, такой дизайнер, как Balenciaga в свое время, он же не пускал прессу на свои показы, а пускал только клиентов, чтобы у клиентов была возможность увидеть коллекцию. Сегодня любой может купить тренды, любой может прийти посмотреть ткани и выбрать ткани. Сегодня мы это назовем омажем. Нет, я просто про скорость, что прошло очень мало времени, чтобы примерно такой же дизайн появился уже в Заре. Даже если считать с момента показа, правильно? Слушай, понятно, что они могут следить за дизайнерами. Ты подписана же на людей, которые работают в индустрии. И я подписана на людей, которые работают в индустрии. Они смотрят, какие выставки проходят, куда они посещают, что их вдохновляет на самом деле. Потому что когда мы бываем на неделе моды, я всегда люблю попадать на бэкстейдж и увидеть мудборд, что вдохновило дизайнера, почему он это создал. Но мы в то же время сталкиваемся, что многих брендов там один цвет на подиуме, да, и нам объявляют, сегодня у нас там шоколадный, или как он там правильно называется, это же берется из потребления. Сегодня, скажем так, на мой взгляд, Заре не нужно заниматься промышленным шпионажем для того, чтобы украсть идею Prada. Это как бы бессмысленно. Да, они увидят, что это было на показе, они поймут, что хочет сказать тот же бренд. Подиумная история, это же только маркетинговая, это визуальный. Ты когда приходишь и смотришь коллекцию Prada, это не только подиум. Мы хотели еще добавить, что не все то, что показывают на коллекции, это реальная коллекция. То есть для шоу делаются отдельные вещи, чтобы о бренде написали, чтобы показ вирусился в social media. На полке поступает немножко другой ассортимент. Более коммерческий, чтобы люди покупали. Слушай, давай возьмем историю с трусами Miu Miu. Прошел показ, все увидели трусы. Через месяц эти трусы появились в магазинах быстрее, чем у самого бренда. Что для Zara произвести трусы? Ничто. Да, но видишь, тут месяца даже не прошло. Да, слушай, это скорость в том, что у них есть большие мощности все это сконструировать. Им не надо изобретать велосипед, нарисовать выкат. Даже я умею шить трусы. Мы в школе учились шить трусы. И просто взять из тех тканей, что уже существуют на складе, которые были закуплены, вот они их и выпустили сразу из пайеток. Да, это были трусы не с стеклярусом, никто не вышла, но из пайеток и за 40
40 евро ты получил модную вещь. Я честно хотела купить трусы Miu Miu, но они не сели. А трусы Манго на меня сели, я сняла рилс, он залетел, и я получила классных подписчиков. Я помню этот рилс, я лайкнула. То, о чем я говорила. У меня есть такая же жилетка. Я ее купила 3 года назад. Она очень, на первый взгляд, вроде как сложный крой, но она так круто вписалась в мой гардероб. И вот они уже 3-й сезон ее повторяют. Ну, нитки торчат, конечно. Да, ну мы видим нитки. Первая ткань была более шелковистая, более качественно сделана. Здесь вот они это повторили, причем что уже 3-й сезон. Хотели хвалить на этом этаже, но не всегда получается. Бордовый цвет, уже все от него устали. Эта обувь чем проблематична? Видите, у вас пятку, эта вот штука будет давить очень сильно в пятку, вы не сможете ходить. Я еще надевала вот так, Как Мэри Джейн. как Мэри Джейн. Но качество лака здесь такое ужасное, что после первой ходьбы, особенно по Парижу, у вас тут будет белый носок, это все собьется. Особенно по Парижу, дорогие друзья. Особенно, да. Это просто Когда будете гулять? Я завидую всем, кто сейчас поехал на неделю моды в Париж. Не, я рада, что я осталась. Это не за 11 тысяч евро, как у Миучи Прада, а за 69. Но если надеть с ветровкой, можно стилизовать. Ветровка, бомбер, да? Ветровка, бомбер. Оля сейчас говорит о тренде, который мы озвучивали в ролике про тренды. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Вижу в Заре очень много нарочито крупных аксессуаров. Прям очень крупных. Это итальянский больше стилек, как ты считаешь? Потому Слушай, что во Франции я такого не видела. Итальянцы любят аксессуары, но это влияние и в Сен-Лорана. Последняя коллекция, он все время показывает большие, крупные браслеты, и сам Ив Сен-Лоран любил, поэтому это влияние. Чуть-чуть Франции все-таки. Мне не нравится цвет золота у Зары, у Манго он лучше. Гениальность бренда Зары тем, что, с одной стороны, есть какой-то вайб Balenciaga, да, утрированные плечи, но очень похоже на знаменитый пиджак Кристиана Диора New Look с утрированным. Они сделали такой микс. Очень классно подобрали ткань. Так, и стоит все это удовольствие 129 евро. И это сразу сказывается на цене, потому что средний пиджак стоит 70-80 евро. Вот. Цена подплечников здесь. Добавили объемчика здесь. Взяли неплохую ткань. Вот и 129. Нужно не забывать, что такие большие утрированные плечи, высокие, могут укорачивать шею, визуально вас сделать ниже. Главный тренд этой недели моды, насколько я увидела на показах, это огромные сумки. Ну, эту сумку нельзя назвать огромной. Огромные, но и Она не маленькая, как в прошлый сезон все ходили с Ну вот да. этими милипиздрическими. Все познается в сравнении. Если мы сравним эту сумочку, то она маленькая. Это как раз средняя сумка. Она сделана под замшу, это искусственная. Я пытаюсь понять, в чем задумка с вот этим донышком. Это отсылка к кому-то или это что, просто... Слушай, это чтобы визуально она не казалась больше, и все равно эта отсылка идет к Хлое. Сейчас Оля скажет, что это очень модно, а я сразу подумала, как же влом на таких копытах ходить. Все, кто следит за модой, видели в социальных сетях, когда на показе Хлоя все блогеры сидели вот в такой обуви. Ну, прошло полгода. Считай, Пузатый. Но у нас только что опять чуть не выгнали. Но мы стараемся. Ставьте лайки, да, если цените нашу самоотверженность. Это, Ань, про то, что ты говорила. Вот как раз замшевые изделия у бренда очень, в Заре очень хорошо сделаны. Вот 2 варианта. Видишь? Это прям классно. Сколько стоит? Это 240 евро. Это будет подешевле. Это будет 119. Слушай, а вот как ты поняла сразу, что будет подешевле? Из-за того, что здесь высветлена замша? Нет, это из-за качества кожи. Это свинюшка. Свинюшка будет всегда дешевле. И вот это вот качество кожи я сразу узнаю. Оно более дешевое по выделке для производства. А это более дорогое, плюс более сложно окрашивать. А теленок? И это будет теленок. Это более тяжелое, это более легкое. Как бы ты стилизовала сейчас замшевые куртки?
Слушай, я бы стилизовала их все-таки от возраста либо боха, либо больше добавила бы спорта. Ну вот мы и закончили наш обзор. Оль, как ты считаешь, чего мы больше всего увидели? Вот какие-то итоги того, что было выставлено на полках? Но итоги такие, что нужно внимательно смотреть и обращать внимание на детали. В последнее время очень хорошие кожаные изделия, которые показывает нам Прада. Зара. Правда тоже показывает. Пора тоже, да. Обращать внимание на качество ткани и все равно прислушиваться к себе. А что вам нравится? Мне не нравятся синтетические ткани, которые Zara очень часто использует. Мне не нравятся круглые воротники. Мне не нравится цвет золота, который использует Zara в аксессуарной группе. И лаковая обувь. Однозначно нет. Аня, а тебе? Слушай, ну, я с ужасом, конечно, смотрю на обувь с огромной танкеткой. То, что мы видели, было не очень тяжелым, как мне удивительно, то есть они полые внутри, но выглядит массивно. И я все-таки за то, чтобы со всей многослойностью оставалась элегантность и легкость в женщине. Поэтому мне такая обувь не сильно зашла. А вам, дорогие зрители, что понравилось из того, что мы сегодня разбирались? С чем согласны, с чем не согласны? Пишите в комментариях обязательно и подписывайтесь на этот канал, потому что здесь все об актуальных трендах, о моде, о внутрянке модной индустрии. Мы приглашаем потрясающих экспертов, таких как Ольга Маликова, которая сегодня помогала нам. Оля работает в моде больше 15 лет. Обязательно подпишитесь на ее социальные сети тоже, потому что у себя в блоге Оля рассказывает много всего интересного. Ссылка под этим видео в описании. Ну и ставьте лайк, колокольчик, комментарий пишите. В общем, все то, что вы и так знаете, всегда вас блогеры об этом просят, и мы делаем это не случайно. Спасибо большое, что досмотрели выпуск. Пока-пока.